решили отметить день рождения и пить. Yeah, your heart is a sun, and it shines as it opens. Короче, DIY, как я понимаю, делали. На Ютубе видели Дью? Чувак из формата DIY и реакции сделал охренительный контент. And it shines as it opens. Where your heart is a sun, and it shines as it opens. Yeah, your bones are the earth. Скучали по мне? Здрасте. Так, начинай там уже прекращать. Стой, ты же плод воображения блогера Матвеева. Ты что тут делаешь? А что я, по-твоему, в Ютубе делаю? Тут, кстати, в сценарии написано, что я должен сказать, что у меня к херам порвались шаблоны, но на самом деле нет. Я сказал к херам, к херам. Хуй, пи***а, сковорода. О, стоять. Ты ж кузнец. Аннигилятор соорудить сможешь? Потому что это самое большое, что у меня есть. Но это разве молоток? Только блок подковывать. Само собой. Какой кузнец без молота? О, это хорошо. Ну тогда приступай. Я, может быть, еще заскочу посмотреть. Может быть, но это не точно. Все, конец связи. Всем доброго здравия! С вами снова канал Red Forge. И я, Святослав Орлов. Ну, меня вы уже знаете. А сегодня мы приехали к нашему гильдейцу Сергею Петруку. Спасибо за представление, коллега. И сегодня мы сделаем... Стоп, парни, я там такое на остановке видел. Фу, я, кажется, Белоснежку закосплеил. Ты чё, яблоком отравился? Нет, там блюдо, вернее, экран. Короче, я Дью видел. Ты что, перегрелся? Можете сходить отдохнуть? Стопы, парни, есть заказ. Ой, это ништяк. Многие из вас знают такую игру, как Skyrim. Сегодня мы создадим молот из этой игры на основе референсов из дамасской стали. В игре этот молот использовался, чтобы крушить черепа врагов. Мы используем для этого две марки стали, У8 и 5 ХНМ. У8, как многим из вас известно, это углеродистая инструментальная сталь, имеет прекрасные режущие свойства. 5 ХНМ – это сталь используется для бойков, ударного инструмента и так далее. В сочетании, когда мы их перемешаем, даст прекрасные свойства для того, чтобы сокрушать разные предметы. Приступим. Большевак пакет. Вдвоем не справимся. Ученичка позовем. Сереженька! Ну все, проварили. Ручная часть работы закончена. Переходим на пресс. Спасибо, Сереженька.
получилось. Надо добавить что-нибудь к пакету. Что у нас есть? Есть у нас пластиночка 8, Отлично. пластиночка 5 ХНМ и 3 кусочка готовых пакетов из 5 ХНМ и 8, которые мы можем сварить и вытянуть в еще один пакет. Согласен. Этот, значит, мы делим на 3, добавляем к нему 8, пару 5. пластин 5 ХНМ и, соответственно, Дамаск. Тогда у нас пакет будет гораздо больше, и мы сможем сделать более смертельное орудие. А еще и он узор интересный даст. Согласен. Пробуем. Стоп. Это делается совсем не так. Ты переводи на ютубе? Вообще-то да. Слушай. Будем считать, что я понял. А теперь, маэстро, продемонстрируйте. Глаза! Ну тогда продолжим. Отличный пакет получился. Греем. Свет, не лезет. Че, не лезет? Голова не лезет? Слушай, большеват, да, согласен. А что мы будем делать с тобой? Как ты думаешь? Что, резанем? Согласен. После этого мы сделаем, оттянем этот кусок и этот. Зачистим и сварим воедино. Согласен. Ну что, как бросок-то? Отлично. Но молод же, Смотря в чем. Ну, это мы еще посмотрим. Давай пересчитаем массу падающей части молота на единицу площади бойка пресса. Машенька докажу, что это не так. А я Сереженьку позову. Ну, это аргумент, но у меня Машенька-то есть. Посмотрим. Да и увидим. Отсутствие импульса удара по заготовке. Плавный коэффициент деформации. Прошивка! Учитесь, студенты. Хуяк. Магия сценарного монтажа. Ну а вам ничего не остается, кроме как пользоваться пневмомолотами и прессами. И чтобы без всяческого там колхоза. Я слежу. Мы закончили ковку нашего дамасского пакета, сформировали брусок, и теперь нам нужно составить эскиз, чтобы посмотреть, как его тянуть дальше.
Лист, пожалуйста. А на лист мы уже нанесли игровой вариант. Нам надо его начертить и потом адаптировать под наши реалии. Приступаем. Итак, что же мы уберем? Поскольку наш молоток из дамасской стали, гравировка на нем не актуальна. Мы уберем вырез под гравировку. Его узор и так будет хорош. Изменим вот этот угол на более плавный. Возможно, даже добавим ему немножечко длины. Ну, для байка. Для байка, да. Чуть уменьшив ширину вот в этом месте. Вот эта пластиночка дополнительно наварится на брусок и даст дополнительную прочность на удар. Дальше мы уберем опять гравировки, вырезы. Чуть укоротим втулку, оставив ее примерно той же формы. Уберем вот эти кольца, добавим шнурочков, оплетки. Мы изменим форму набалдашника. Такой массивный набалдашник будет мешать работе молотом. И мы сделаем его более ударным, более концентрированным на удар. В виде конуса с гранями. Тоже из дамасской стали. Ну, как следствие, это будет еще одна рабочая поверхность молотка. Ну, он подразумевался тоже как ударный. Единственное, что когда мы уменьшаем его сечение, то у него будет лучше проникающая способность. Он будет лучше крушить. Мы отковали наш мегапакет, но для того, чтобы продолжить дальше, нам нужно приварить вот этот кусочек У8 на ударную часть. Далее нам нужно прошить наш будущий молот и оттянуть клевец. Для этого мы сейчас отрежем от нашей ручки, зашлифуем и приварим У8. Поехали! Правильно говорите, коллега? Шикарно! Че, Серег, помочь? Ты где был? Тарелочку делал. И мы отковали наш молоток. Наконец-то. Предварительная форма готова. Нам осталось что? Правильно отрезать вот здесь маленький кусочек, приварить У8.
Но сделаем это хитро. Отшлифуем плоскость нашего молоточка, отшлифуем его 8-ю, приложим так, чтобы воздуха внутри не осталось, проварим электросваркой весь шов герметично. Че, и без буры? И без буры. Совсем? Вообще. Прям вообще в чистую? Вообще. И сварится? Нагреем до температуры кузнечной сварки, прокуем, произойдет диффузия, и он приварится. Хитро. Вот мы закончили подготовку формы нашего молоточка. Нам осталось провести грубый обдир и подготовить нашу рукоять. Что, погнали? Вперед! Итак, мы грубо отшлифовали наш молот, и теперь мы отправим его в муфель на закалку. Подожди, ты кое-что забыл. Изотермический отжиг. Все верно. Сначала мы должны отжечь нашу заготовку, чтобы ее не порвало. Это все-таки Дамаск. И после этого мы ее прекрасно закалим. Ну что же, приступим. Пока он греется, мы займемся рукоятью. Ну что, сын огня, получилось ли творение твое? О да, твердое как алмаз. Ну что ж, проявим миру рисунок Дамаска. Тащи сосуд с мертвой водой. Вперед! Итак, наше изделие готово. Нам осталось только украсить его. Для этого мы позовем специально обученного человека. Сереженька! Здорово, парни. Итак, Смотрите, какую штуку я сделал из кожи. ничего Это себе. нашивка на деревянную рукоятку. Она Прям будет, целая нашивка? она Охренеть. будет под самим молотом.
зашитым в вощеной нитью, а снизу будет кожаная шнуровка. Супер. Че, поможешь нам? Да куда идешь? Сергей Владимирович, как вы думаете, готов ли наш молоточек? Еще как, Святослав Алексеевич, готов! Сереженька! Сережа! О, Ну, смотрите, господа, что у Ничего нас в итоге себе. получилось. Нашивка из натуральной кожи с рисунками, созданными методом пирографии, это выжигание по коже, все это руками. Оплетка тоже из натуральной кожи, как ни странно, здесь мы будем держаться руками, а сюда с наслаждением смотреть. Молот готов к эксплуатации. ну что, пойдем крушить? Пойдем! Уважаемые коллеги, у нас получился шикарный молот из компьютерной игры, который по-настоящему будет разрушать. Полностью согласен. Слушай, ну у нас были пару моментов, давай их разберем. Первый момент, Тяжело рассчитать количество металла на изделие из компьютерной игры. абсолютно согласен. Ну и второй. Когда мы прибавили металла, было слишком много. Шо не лезет? В крынку не лезет. Спасибо, Дью, за эту идею. Прекрасное изделие, очень интересное в исполнении. Спасибо. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш самый крутой кузнечный канал. С нами будет все жарче и жарче. Оставляйте в комментариях то, что вы хотели, чтобы мы отковали для вас. Бейте в колокольчик. Оставляйте лайки. Всем здравия, всем пока-пока. Пока!